Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Я сегодня хочу вам предложить рассмотреть вот такой вариант джемпера. Вяжется джемпер узором с листьями. Это плотный узор с минимум дырочек. Он очень простой, логичный, и в принципе можно его рекомендовать мастерицам, не имеющим большого опыта. У нас будет описание этого вязания. Мы свяжем с вами образец узора для данного джемпера. Все будет выложено в статье в моей группе «Одноклассники». Ссылка на статью будет под видео. Давайте внимательно посмотрим данный джемпер. Это джемпер из немецкого журнала. Довольно-таки такой симпатичный, модный, оригинальный. Давайте узор я вам приближу. Мы будем сегодня вязать данный образец узора. И у нас с вами не будет никаких вопросов, как его вязать, поскольку мы разберем каждый ряд порядно, свяжем. И к тому же у нас с вами будет в данной статье еще вот такой вариант выложен для джемпера, схемы и тоже описательная часть вязания. А сейчас давайте посмотрим, как вязать образец узора. Вот такой образец мы будем сегодня с вами вязать. Это листья плотным узором. Если это вариант не отпаренный, если вы отпарите, то будет довольно-таки красиво смотреться. Плотные листья узор. И простой до невозможности, логичный, очень красивый рельефный узор. Я использовала, девочки, пряжу Alize Lana Cotton. Это пряжа у нас 26% шерсть, 26 хлопок и остальное 48 акрил. Вот такая замечательная пряжа турецкого производства. 50 грамм, 160 метров. Спицы 3,5 у нас. Вот так она смотрится, эта пряжа. Очень мне нравится. Мягкая, совершенно не колется. Такая, знаете, приятная к телу. Средней толщины и довольно-таки экономичная, я бы так сказала. И вот так смотрится наш с вами узор. Давайте его будем вязать. Я набрала 26 петель. Раппорт узора составляет 8 петель в ширину и 18 рядов в высоту. Здесь в высоту связаны 2 раппорта. Здесь нет привычных дырок. Вот такие небольшие дырки, как бы они для красоты, да. Что характерно для лиственного узора обычно, да, бывают всякие накиды, здесь вот это более плотный такой вариант лиственного узора. В первом ряду все петли вяжем лицевыми. Это вспомогательный будет у нас ряд, первый, второй. Поэтому в состав узора он входит только один раз, когда начинается вязание. Затем раппорт будет повторяться с 3-го ряда. Вяжем все петли лицевые. И затем на 2-м ряду вяжем все петли изнаночные. Доходим до конца. Кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем наше вязание. И 2-й ряд вяжем все петли изнаночные. 3-й ряд узора будем вязать следующим образом. Итак, первую кромочную снимаем. Из первой петли раппорта вывязываем 7 петель. Каким образом это делаю я? Значит, я делаю раз, вытянула петлю, накид, еще вытянула петлю, у меня уже 3, да, накид, это уже 4, 5, вытянула петлю, опять накид 6 и 7 вытянула петлю. Все, 7 петель из одной петли вытянули. И далее вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Следующий раппорт. Вяжем также из одной петли, вытягиваем 7 петель. Значит, делаем первую, вытянули петлю, накид, третья петля, вытянули, накид, пятая петля, вытянули, накид, седьмая петля, вытянули. Все. И опять 7 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Связали второй раппорт. Следующий раппорт у нас, такой же. Покажу еще раз, как я вытягиваю. Итак, вытягиваю из петли одну. Делаю накид. Уже 2 петли у нас на спице на правой. Вытягиваю 3. Снова накид. 4. Вытягиваю 5. Накид 6. И вытягиваю 7. Все, 7. Эту петлю снимаю. Понятно, да? И 7 лицевых, оставшихся в раппорте, вяжем. Кромочную вяжем изнаночные. Все четные ряды этого узора мы вяжем изнаночными петлями. То есть все вот эти наши вытянутые, все мы вяжем изнаночной. Кстати, вот так смотрится изнанка этого узора. Довольно-таки красиво, правда? Даже можно ее как лицо использовать. Итак, у нас с вами сейчас уже пятый ряд узора. Вяжем следующим образом. Значит, первый у нас кромочный снимаем, да? И там, где у нас были вот эти вытянутые 7 петель, вяжем 7 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 лицевых. Теперь вяжем 2 лицевые с наклоном, 2 лицевые вместе с наклоном влево. Поскольку я вяжу за заднюю стеночку, мне это сделать просто. Вот так, с наклоном влево. Далее вяжем 3 лицевые. Раз, два, 3. И теперь вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого я меняю петельки местами. Первая петля у меня за работой, вторую я накидываю поверх первой и 2 вместе одной лицевой провязываю. Все, раппорт связан. Следующий раппорт вяжем также 7 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И также вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. Раз, два, 3. И теперь 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю петельки местами. Первая за работой, вторая перед работой. Поменяли их местами. 2 вместе одной лицевой провязали. Связали второй раппорт узора. Третий раппорт вяжем также 7 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. Раз, два, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. Переворачиваем 6-й ряд, вяжем все петли изнаночные. Итак, у нас с вами сейчас 7-й ряд вяжем. Значит, первую петлю кромочную снимаем и вяжем 7 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее вяжем 7 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая по центру, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Опять 7 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7.
И опять 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная провязывается. Как вы видите, в этом узоре у нас количество петель из ряда в ряд разное, да, но потом все равно все возвращается на круги своя, и получается вот такой красивый листик с минимальным количеством отверстий, дырочек. Вяжем 9 ряд узора. Значит, 7 лицевых раппорт у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И далее 3 петли, оставшиеся от раппорта. 3 петли надо провязать 3 петли одной лицевой вместе. Поэтому мы будем так, чтобы вот эта центральная вторая петля, то есть она была по центру. Для этого мы первую, вторую петлю надо поменять местами. Первая должна быть за второй. То есть вот сейчас я вторую накидываю поверх первой. И провязываю 3 вместе одной лицевой. Вот так. Получилось у нас 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Так называется этот прием вязания. Далее следующий раппорт. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Мы вяжем, меняя петли 1-2 местами. Первая за работой, вторая поверх первой. И 3 вместе одной лицевой провязываем. Далее опять идут 7 лицевых. И оставшиеся 3 петли провязываем 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Кромочная, изнаночная у нас. Все связали. 10 ряд переворачиваем, все петли изнаночные. Теперь у нас с вами 11 ряд. В 11 ряду вяжем. Первое кромочное сняли, 7 лицевых вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И из этой петли, оставшейся 8 в раппорте, вяжем 7 петель. Мы так уже делали сами в 3 ряду. Вывязываем из одной петли 7. Итак, вывязываем одну, делаем накид, это уже 2, еще одну вывязываем 3, снова накид 4, вывязываем 5, накид 6 и вывязываем 7. Все, петельку снимаем. И так далее вяжем опять 7 лицевых, следующий раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И из 8 петли вывязываем 7 лицевых. Значит, 1 накид, 3 накид, 5 и 6, 7. Вытянули, да? Опять 7 лицевых. И 8 вытягиваем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, сняли петлю. И у нас кромочная, изнаночная. В 12 ряду все петли изнаночные. Итак, у нас с вами 13 ряд. У нас узор сейчас, как вы поняли, со смещением такой получается в шахматном порядке, да? И мы вяжем 13 ряд. Первую кромочную снимаем и далее вяжем. 2 петли мы провязываем вместе одной лицевой с наклоном влево. Затем 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо. Для этого я опять петельки меняю местами. Первая у нас за работой, вторая поверх нее. И вправо вот с наклоном вяжем 2 вместе лицевой. Далее 7 лицевых идут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Далее у нас идет следующий раппорт. Опять мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые по центру идут листочка, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И третий раппорт вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И оставшиеся вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кромочная, изнаночная у нас. И у нас ставим 14 ряд, все петли изнаночные вяжутся. У нас с вами 15 ряд, и мы вяжем его следующим образом. Первый у нас идет кромочную, мы ее снимаем. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая по центру, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть, как бы видите, листик у нас пошел на конус. Дальше идут 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее опять 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая по центру, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 7 лицевых. И третий раппорт 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кромочная, изнаночная. 16 ряд переворачиваем, все петли изнаночные. 17 ряд у нас с вами вяжем. Кромочную сняли, 3 петли вяжем вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли. 1, 2 меняем местами. 1 за работой, 2 поверх нее накидываем, 3 вместе лицевой провязываем. Дальше идут 7 лицевых. Связали раппорт узора. Следующий раппорт вяжем также 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли. Связали 3 вместе и 7 лицевых. И третий раппорт 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли, меняем местами. 1, 2, 2 поверх 1 накидываем, 3 вместе, 1 лицевой связали и 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кромочная, изнаночная. И последний 18 ряд все петли изнаночные вяжем самостоятельно. На этом раппорт узора заканчивается. И повтор идет с 3-го ряда. С 3-го ряда, с 3 по 18 вяжется этот узор. Если его отпарить и потянуть, он будет очень красивый. Слегка такой, видите, рельефный. Но он, когда вытянется, будет просто очень красивый. Очень. Вот такой красивый у нас получается с вами замечательный узор. Можно и так его оставить, как бы рельефный, да? Он плотный и в то же время узор с листьями. Нет таких привычных накидов, когда мы обязательны они, да, при вязании такого узора. И, в общем-то, легкий, довольно-таки логичный узор.